Вечернее небо над Парижем мерцало огнями, отражавшими энергию, пульсирующую в самом сердце города. Это был Vogue World, одно из самых ожидаемых событий в мировой моде, где элегантность встречалась с мастерством, и каждый момент становился историей. Но на этот раз речь шла не только об одежде или подиуме. Речь шла о Ким Тэ-хёне, более известном миллионам как Ви, и безмолвной буре, которую он собирался обрушить на весь интернет. Когда Тэ-хён появился, атмосфера мгновенно изменилась. Сверкали вспышки камер, репортеры подались вперед, а шепот перешел в ликование. В строгом черном костюме, который, казалось, стирал грань между классикой и экспериментом, Тэ-хён воплощал все, что символизировал Vogue World – изысканность, бунтарство и очарование. Его спокойный взгляд, острый подбородок и непринужденная грация движений заставляли всех затаить дыхание. Но в тот вечер в нем было что-то другое. Он не просто присутствовал на модном мероприятии, он рассказывал историю без слов. Каждый взгляд, каждый жест, казалось, таил в себе скрытый смысл. И фанаты по всему миру сразу это заметили. Где-то за ними наблюдал Чингук, его коллега по BTS и один из самых близких друзей. Никто не мог предсказать, что произойдет дальше, или как жест Тэ-хёна после мероприятия оставить Чингука совершенно безмолвным. Чтобы понять, почему мир отреагировал так бурно, нужно сначала понять связь между Тэ-хёном и Чингуком, связь, которая выходит за рамки простой дружбы. С первых дней существования BTS оба артиста делились бесчисленными воспоминаниями, смехом и невысказанной поддержкой друг друга. Их синергия на сцене и за ее пределами была тем, что армии по всему миру ценили годами. После выступления на Vogue World, где присутствие Тэ-хёна описывали как притягательное и кинематографичное, многие ожидали, что он просто тихо отпразднует или опубликует несколько фотографий. Вместо этого Тэ-хён сделал то, чего никто не ожидал. Он опубликовал загадочный клип, короткое черно-белое видео, на котором его рука тянется к свету, а за ним появляется едва заметный силуэт, который многие фанаты мгновенно ассоциируют с Чингуком. В считанные минуты Twitter, TikTok и Instagram взорвались. Хэштег решетка After Vogue World стал мировым трендом. Поклонники начали анализировать каждый кадр видео, каждую деталь его наряда и даже подпись, которая гласила «Тем, кто понимает, слова не нужны». Любопытство интернет-пользователей переросло в хаос. Некоторые фанаты предположили, что этот жест символизирует благодарность Тэ-хёна Чингуку, который ранее упоминал в интервью, как гордится творческим путем Ви. Другие же посчитали, что это тонкий намек на их неразрывную связь, демонстрирующий, как они вдохновляют друг друга даже за пределами деятельности BTS. Но реакция Чингука сделала этот момент поистине незабываемым. На следующий вечер Чингук вышел в прямой эфир на Уиверс. Он непринужденно общался с фанатами, потягивая ледяной американо и рассказывая о своих будущих музыкальных проектах. Все казалось обычным, пока кто-то в комментариях не упомянул видео Тэ-хёна для Vogue World. «Ты видел, что Тэ опубликовал?» — спросил фанат. Чингук на секунду замер. Его взгляд метнулся в камеру, легкая улыбка тронула губы. Он ответил не сразу. Вместо этого он откинулся назад, сделал глубокий вдох и тихо рассмеялся. «Да, я видел», — наконец сказал он чуть тише обычного. Он действительно умеет удивлять людей, не так ли? Но то, что произошло дальше, привело армию в неистовство. Чингук надолго замолчал, глядя в сторону камеры, словно прокручивая в голове видео. Выражение его лица смягчилось. Ностальгия, гордости, возможно, даже немного эмоции. Затем он прошептал, почти про себя, вот это Тэ и есть Тэ-хён, всегда глубже, чем люди думают. Поклонники мгновенно засняли этот момент. За считанные часы реакция Чингука на Тэ стала одной из самых обсуждаемых тем по всему миру. Комментарии были полны эмоциональных сообщений, в глазах Чингука видны уважение и любовь. Это настоящее братство. Они понимают друг друга на таком уровне, который мы никогда не сможем постичь до конца. Видео набрало миллионы просмотров за считанные часы. Даже не фанаты начали делиться им, называя это одним из самых трогательных взаимодействий знаменитостей в этом году. Но на этом история не закончилась.
Несколько часов спустя Чингук опубликовал в своей истории в Инстаграм загадочную фотографию, одинокую белую розу, лежащую на столе, с подписью «Прекрасные вещи говорят тихо». Мир сошел с ума. Поклонники связали белую розу с черно-белой темой Тэхёна из клипа «Walk-World». Невысказанное послание между двумя айдолами было поэтичным, загадочным и глубоко эмоциональным. Интернет буквально взорвался. С наступлением темноты то, что начиналось как одно видео и тихая реакция, превратилось в культурный феномен. Интернет бурлил обсуждениями, монтажами и эмоциональными постами о том, что только что произошло между Тэхёном и Чингуком. В Twitter Spaces всю ночь шли обсуждения. TikTok был переполнен теориями фанатов. Международные новостные издания, от Rolling Stone до Vogue Korea, подхватили эту историю, назвав ее самым трогательным моментом сезона. Армии по всему миру анализировали каждый кадр видео Тэхёна, указывая на тонкие подсказки, мерцание света, напоминающее сценическое освещение во время выступления BTS, Spring Day, силуэт, отражающий профиль Чингука из старого закулисного клипа, музыка на заднем плане, отдаленно напоминающая фортепианную аранжировку, которую Тэхён когда-то играл в V-Live. Некоторые фанаты посчитали видео Тэхёна данью уважения, тихой благодарностью Чингуку за то, что тот всегда поощрял его выражать свое творчество без ограничений. Другие увидели в нем подтверждение, послание о том, что, несмотря на то, что участники BTS сосредоточены на сольных проектах, их связь остается нерушимой. В социальных сетях реакция была чрезвычайно эмоциональной, дело не только в дружбе. Дело в понимании, доверии и уважении к творчеству. Им больше не нужно говорить слова, их действия говорят сами за себя. Вот почему мы любим их, не просто как айдолов, а как людей с глубокими душами. За 48 часов видео набрало более 20 миллионов просмотров в Инстаграм, а история Чингука с белой розой стала самой популярной историей в Инстаграм среди К-поп-айдолов той недели. Тем временем, крупные развлекательные издания назвали это мастер-классом по эмоциональному повествованию без диалогов. Даже официальный аккаунт Vogue перепостил клип Тэхёна с подписью «Искусство не произносится, оно чувствуется». И это чувствовалось повсюду. Влияние поста Тэхёна вышло далеко за рамки фандомной культуры. Он вызвал бурные обсуждения в мире искусства и самовыражения знаменитостей. Эксперты по визуальному сторителлингу и медиапсихологии проанализировали, почему столь короткое видео без слов может вызвать столь сильную эмоциональную реакцию. Ответ был прост – аутентичность. Тэхён всегда был известен своим уникальным способом передачи эмоций взглядами, жестами и молчанием. В мире, где знаменитости часто полагаются на подписи, фильтры и заявления, спокойная уверенность Тэхёна стала революционной. Он не пытался объясниться, он приглашал людей к чувствам. Парижский арт-критик написал, Тэхён воспринимает перформанс как поэзию. Его работы не кричат о внимании, они шепчут вашей душе. После Walk-World несколько модных и художественных журналов опубликовали эссе, анализирующие его стиль, эволюцию и эмоциональную глубину. Они отметили, как он органично сочетал винтажный романтизм с современной уязвимостью, превращая каждое появление в интимное переживание для зрителей. Даже режиссер мероприятия Walk-World прокомментировал в интервью: Тэхён не просто носит одежду, он живет историей, которую она рассказывает. Именно поэтому его видео, опубликованное после Walk-World, так глубоко тронуло публику. Это был не случайный жест, это было продолжение этой истории, переведенное в визуальную поэзию, которая нашла всеобщий отклик. И пока СМИ восхваляли его мастерство, тонкая, но искренняя реакция Чингука усилила эмоциональный настрой. Их динамика стала символом взаимного уважения и молчаливого общения, то, чего мало кому из знаменитых дуэтов удавалось достичь так естественно. Неделю спустя Чингук снова вышел в прямой эфир. Ожидание было нереальным. Тысячи армий заполонили чат, ожидая, упомянет ли он еще раз жест Т. Он начал прямой эфир непринужденно, в толстовке с капюшоном, со слегка взъерошенными волосами и спокойным голосом. Он рассказал о написании песен, тренировках в спортзале и поделился несколькими закулисными воспоминаниями. Но в тот момент, когда кто-то спросил, вы разговаривали с Тэхёном после Walk-World? Все изменилось.
Чингук замолчал, его выражение лица смягчилось, в глазах отразилось нечто более глубокое. Он слабо улыбнулся и сказал: «Мы разговаривали». «Да». Я сказал ему, что видел его видео. Сказал, что оно прекрасное. На мгновение его голос дрогнул. Тишина между словами была полна эмоций, которых было бы больше, чем любое объяснение. Затем он добавил: у Тэхёна всегда была такая манера выражаться. Не всегда прямолинейно, но всегда искренне. Я многому научился благодаря этому. Поклонники мгновенно запечатлели этот момент, заполонив социальные сети подписями вроде «Вы можете почувствовать восхищение». Это братство, а не показуха. Их уважение друг к другу на совершенно ином уровне. Ролик набрал миллионы просмотров менее чем за сутки. Даже те, кто не является поклонниками, отметили, как приятно видеть, как две мировые суперзвезды общаются с такой скромностью и честностью. Позже Чингук опубликовал еще одно обновление, короткую голосовую заметку на Уиверс, со словами «Иногда молчание говорит само за себя». Поклонники мгновенно связали это с предыдущей цитатой Т: «Тому, кто понимает, слова не нужны». Круг замкнулся. Когда ажиотаж сменился восхищением, между аналитиками и давними поклонниками завязался более глубокий разговор. Что именно Тэхён пытался сказать этим жестом? И почему Чингук отреагировал именно так? Эксперты отметили, что использование Тэхёном света символизировало трансформацию, метафору личностного роста. Его протянутая рука символизировала связь, возможно, намекая на то, что даже когда пути расходятся, связи остаются нерушимыми. Черно-белый тон символизировал ностальгию и вечность, отражая идею о том, что их дружба не ограничена настоящим, она продолжается сквозь годы, воспоминания и эмоции. Для многих армий этот момент стал напоминанием о красоте братства BTS. Несмотря на стремление к личным мечтам, уважение, любовь и вдохновение, которые они разделяют, остаются заметными в едва заметных жестах и тихих словах. Как прекрасно написал один фанат Викс, они не просто участники группы. Они рассказчики в человеческом обличии. Тэхён рисует эмоции визуальными образами, а Чингук отвечает искренне. Вместе они создают искусство. Мир стал свидетелем чего-то большего, чем просто развлечение, это был разговор душ, замаскированный под пост и реакцию. Прошли недели, но волнение от той ночи продолжало распространяться. Момент Вокворд и его последствия стали определяющей главой в сольном творчестве как Тэхёна, так и Чингука. Для Тэхёна это укрепило его репутацию визионера, художника, стирающего грань между модой, эмоциями и музыкой. Его тонкое повествование вдохновило бесчисленное множество творческих людей на самовыражение за пределами слов. Для Чингука его ответ продемонстрировал подлинную человечность, уязвимость, которая заставила фанатов полюбить его еще больше. Его готовность говорить с тихой честностью напомнила миру, что истинная сила часто кроется в мягкости. Когда позже они оба появились вместе на ужин воссоединения BTS, интернет снова взорвался. В коротком ролике Чингук смеялся, а Тэхён наливал ему вина. Никаких драматических жестов, никаких подписей, просто два друга, оставаясь собой. Но для тех, кто был свидетелем саги Вокворд, этот момент значил все. Он символизировал преемственность, связь и спокойствие после бури. Позже развлекательные журналы описали все это событие как мастер-класс по эмоциональному повествованию через тишину. Историки поп-культуры начали сравнивать его с легендарными художественными обменами, моментами, когда экспрессия выходила за рамки языка. Рассказ о том, что Тэхён сделал после Вокворд, стал не просто вирусной историей, но и символом того, как переплетаются искусство и дружба. В конечном счете, дело было не в том, кто говорил или кто реагировал, а в том, как две души общались через искусство, понятное миллионам без единого слова. Как однажды написал Тэхён в своем дневнике, самые прекрасные разговоры – это те, которые никто не слышит, но которые чувствуют все. И в ту ночь весь мир почувствовал это. Мир видел бесчисленное множество вирусных моментов, но лишь немногие запечатлелись в сердце так, как этот. В ту ночь, когда ты покинул Вокворд, окутанный тайной и изяществом, началось нечто тонкое, но монументальное.
Это был не просто жест, это был разговор двух душ, понимающих язык тишины. Когда мир взывал к объяснениям, Тэхён молчал. Когда интернет требовал ясности, Чингук просто улыбнулся. И в этом тихом разговоре миллионы людей нашли нечто редкое, подлинные эмоции, нетронутые славой или зрелищностью. Шли месяцы, фанаты продолжали пересматривать этот короткий клип, слабый проблеск света и белую розу. Появилась новая музыка, появились новые сцены, но этот момент остался вне времени, застыв в сердцах тех, кто его увидел. В море стремительных трендов и угасающего внимания эта история выдержала испытание временем не потому, что была драматичной или шокирующей, а потому, что была реальной. Это напомнило людям, что искусство — это не просто кричать во весь голос, а трогать сердце так, как не описать словами. Каждый раз, когда Чингук и Тэхён упоминаются вместе, люди думают не только о BTS, они думают о связи, росте и взаимном вдохновении. Они вспоминают, как один артист потянулся к свету, а другой ответил ему улыбкой. Это было искусство, дружба и человеческие эмоции, сплетенные воедино так, как не мог быть задуман никаким сценарием. И, возможно, именно поэтому интернет по-настоящему взорвался в ту ночь, не из-за неожиданности или скандала, а потому, что на одно мимолетное мгновение мир вспомнил, каково это — быть свидетелем чего-то чистого. Пока последняя нота затихает, остается одна истина: когда слова не срабатывают, любовь и искусство всегда найдут способ заговорить. И именно это и сделали Тэ и Чингук. Не произнеся ни слова, они заставили весь мир слушать.